Так, пишет, что я в эфире. Раз. И в эфире 2. Итак, привет, мои дорогие. Сегодня я хочу поговорить и рассказать вам, что такое самозанятость и зачем она, вообще нужна. Что это и зачем. И это самое главное. Вообще, отвечаю сразу на самый, наверное, главный вопрос, а можно ли без самозанятости? Конечно, можно. Если у вас, да, пока вообще нет заказов, вы не даете рекламу, у вас нет каких-нибудь отвратительных соседей, которые на вас стучат там или еще что-то, вы спокойненько можете просто делать торты, просто там, не знаю, тренироваться пока что, не оформляя это никаким образом. Но как только вы чувствуете, что, что-то как-то я стала слишком заметна, что-то как-то меня соседи начали спрашивать, что ты на заказ прямо делаешь, да, как только вы начинаете давать рекламу, там какие-то странные звонки, например, пошли, как только вы начинаете переживать, да, за то, что вас сейчас прижучат, что вы работаете нелегально, вот в этом случае я очень рекомендую оформить самозанятость. Есть несколько причин, почему сейчас это самая выгодная система налогообложения. То есть что такое вообще самозанятость? Это как открыть ООО или как оформить ИП, только еще одна разновидность. Понятно? Когда вы открываете ООО, вы выбираете, как вы будете платить налоги, там несколько вариантов. Когда вы открываете ИП, точно так же вы выбираете, как вы будете платить налоги, там несколько вариантов. Когда вы оформляетесь в качестве самозанятого, у вас один вариант, как можно платить налоги, и это самый выгодный вариант – 4% с оборота. И самый важный момент – никто никогда не знает, а какой у вас по правде оборот, потому что вот сколько вы напишете, так и будет, и это никак не проверить. Итак, вы официально получаете право работы, вы официально работаете, вы легально работаете, да, вы спокойно даете рекламу, спокойно говорите, что я делаю торт на заказ. И да, я получаю за это деньги, и вам никакая бабка не страшна, никакая налоговая, и никакие звонки. Спокойно спите, не боитесь налоги, выписываете чеки, заключайте договора, между прочим, самозанятые могут и договора заключать, да, вот, это очень быстро, никуда ходить не надо, налог всего 4%, и это по правде, это самый лучший налог, который есть. Итак, как оформить самозанятость? Останавливаете на телефон приложение «Мой налог». Вот вверху у меня на картиночке, как оно выглядит. Приложение на телефон. То есть ты сидишь дома, устанавливаешь приложение на телефон, да, регистрируешься, да, вводишь свои паспортные данные, ИНН, фотографию и вид деятельности. Вид деятельности у нас с вами изготовление на заказ или услуги, у нас там такое есть. Вот, все, не надо вводить карту, ничего платить сразу не надо, никаких больше данных там не надо вводить. Все, отправляете кнопку «Отправить», «Зарегистрировать» и ждете примерно день-два ориентировочно. Да, у вас в самом приложении выскакивает оповещение, что все, вы как бы встали на учет, вы поставлены на учет как самозанятый. Вот, обычно, я не знаю, как во всех регионах, в Москве точно, когда вы встали на учет, вам дается бонус на уплату налога. Вот на этой картинке вы должны увидеть. Видите, синенькая такая как бы табличечка, бонус на уплату налога 10 тысяч. У меня он тоже есть, я из него потратила 1 тысячу, у меня еще 9 тысяч на бонус. Это значит, что вы вот эти 4%, которые мы должны платить, еще и не платите какое-то время. Это государство нас заманивает. Ну вот, да, чувствуете, есть какой-то подвох? Сейчас расскажу. Вот, да, дальше что вы делаете дальше? У вас стоит приложение в телефоне. Вот, как только у вас, да, идет какая-то продажа, за которую вы переживаете, какой-то заказ, за который вы переживаете, какой-то подозрительный или плюс-минус подозрительный, например, да, что вы делаете? Вводите циферки, нажимаете «Новая продажа», «Выдать чек», и чек отправляете WhatsApp. То есть ничего там не надо, даже почту не надо указывать. Отправляйте WhatsApp человеку чек. Все. Да, все. И вы как бы легально провели, понятно, провели через кассу. Обязательно ли все чеки проводить? Нет. Об этом кто-то узнает? Нет. Даже если на карту вам деньги придут, все равно не узнают. Понимаете меня, да? То есть в любом случае, да, если наличкой с тобой рассчитались, кто об этом узнает? Никто. Если у вас есть подозрение,
проводим белую. Понятно? Вот. Дальше, когда вы вводите цифру, по правде вы видите, какой у вас будет налог. И вот здесь вы видите пример 3 540, если, например, стоит покупка, то налога ниже, смотрите, 141 рубль. Понятно, да? То есть 141 рубль с 3000. Вот, выплачивается налог один раз в месяц. С любой карты, карту, главное, не сохраняйте там, да, с любой карты можно оплатить. Ну, грубо говоря, если у вас будет 5-10, например, продаж, то 1000, наверное, вы заплатите налога. Поверьте, это такие копейки за то, чтобы спать спокойно и работать легально. Дальше. Что делать, если ты все, хочешь сняться с учета, передумал, еще что-то, да? Ну, например, ты мог оформиться, нет у тебя продаж, например, ничего тебе нет, и, например, ты передумал это дело. Очень просто. Заходишь в профиль, внизу есть такая волшебная кнопочка «Сняться с учета». Нажимаешь кнопочку, тебя спрашивают, что случилось, да, ну, почему ты хочешь сняться с учета. Вот, выбираешь причину, любую причину указывай, это ничем не отражается, никто тебе не звонит, никакие вопросы не задает. И все, и снимаешься спокойно с учета, никаких абсолютно сложностей. И дальше ответы на часто задаваемые вопросы. Если ты сидишь в декрете, без проблем, пожалуйста. Да, ты можешь сидеть в декрете, быть оформленным самозанятым и при этом получать все свои декретные, типа все такие, как я, разница. Так, дальше. Да, разница между самозанятым и ИП. Во-первых, самозанятый платит только тогда, когда у него продажи, ИП платит всегда. Но разница в том, что самозанятый не может никого нанимать, а ИП может кого-то нанимать, поэтому да, считается, что у ИП может быть больше оборот, про оборот тут тоже есть. Ну вот, дальше, доход, да, надо следить, чтобы доход был не больше 2 миллионов в год, ну уж не знаю, как вы уложитесь. Как вы уложитесь, чтобы был доход, ну итого, да, провести сумму, не больше. Дальше, с чем можно совмещать? У нас с вами самозанятость совмещается хоть с чем. Ну, с декретом уже понятно. Вы можете работать на кого-то, то есть иметь основную работу. Да, вы можете быть ИП, вы можете иметь основную работу и быть ИП. Вы можете иметь ООО, вы можете иметь собственником, работать учредителем и при этом быть самозанятым. Понятно? Да, получается, по каждому виду работы у вас будет разная система налогообложения, то есть об этом надо помнить. Когда вы работаете на работе, у вас платит налоги работодатель, когда вы ИП, вы сами платите налоги, и когда вы самозанятый, вы тоже платите налоги самостоятельно, 4%. Это самое-самое удобное. Ну вот. Сейчас где можно оформить самозанятость? Сейчас работает во всех регионах России, в других странах не знаю. Итак, дорогие мои, надеюсь, да, что это как бы уберет ваши страхи, да, даст вам силы, даст вам, не знаю, уверенность в себе, да, поэтому я рекомендую, как только вы начали делать на заказ, оформить самозанятость, и если у вас даже 2-3 месяца нет ни одной продажи, это нормально, не переживайте. Если будут вопросы, традиционно спрашиваем меня под видео. Целую.